Привет всем, уважаемые садоводы. Хотел бы показать вам интересную вещь. Вот перед нами орех на заднем плане можно увидеть. Он подстриженный, форма придана, он молоденький, но все не совсем правильно сделано, как положено быть. То есть здесь, видите, обилие веток оставлено, то есть форма придана. Вот, но непонятно, что с него будет. То есть он формируется как декоративный куст, по сути. То есть очень много верхушек, очень много внутренних ветвей, оставлены пеньки. Вот. Мы сейчас это будем исправлять. Я покажу уже более точно, что я буду с ним делать, чтобы придать ему какую-то форму, то есть на старте сформировать стартовую, то есть основу. У нас, получается, ведущего побега уже нет. То есть все разделены на много, и мы сейчас часть из них оставим, а часть уберем, для того, чтобы сформировать начало дерева, то есть чтобы оно было полноценным. Что можно сказать из нюансов именно по этому ореху? Он очень близко растет у нас к парковке, вот видите, машина стоит, то есть для того, чтобы не мешал он парковаться машинам, чуть-чуть поднимем крону, то есть хотя бы на высоту моей головы, то есть со временем, и уже тут будет ветки будут расходиться на внешнюю сторону. Для начала уберем ветки внутренние, которые будем оставлять, то есть вот эту ветвь я оставляю, внутренние буду убирать. Здесь видно, ветка перекрещивается, мы ее тоже убираем, она растет внутрь. Вот сразу, чтобы они нам не мешали, откидываем их в сторону. Вот здесь у нас основание идет и очень острый угол получается. То есть со временем, когда ветки будут расти, вот эти, они друг друга просто-напросто вот здесь разорвут. Здесь можно даже видеть, что уже появилась вот такая вот трещинка. То есть и вот эта ветка, я хочу ее убрать полностью, насколько я смогу, конечно, выпилить ее. И надо было в более молодом возрасте выпилить, придется сейчас. Зато останутся внешние, то есть останется вот эта ветвь, в ту сторону у нас вот та ветвь останется. Здесь мы оставим вот эту внешнюю. Вот. И вот эту мы тоже выпиляем, так как она растет у нас внутри, и она загущает крону. Как видно, все ветки, растущие внутрь, такие как вот это, мы тоже их будем выпиливать для того, чтобы они не загущали нашу крону. И таким образом мы формируем начальный скелет растению, и придадим ему уже нужный правильный рост. На концах, то есть мы оставим ветки внаружи, вот такие, то есть вот здесь тоже это выпиляется, вот таким образом. Вот для чего? Для того, чтобы у нас чуть-чуть шире стало дерево. На той стороне, где у нас парковка, мы будем оставлять на верхние ветки. Вот, например, если взять вот эту, то мы оставим вот на вот эти, переведем ветки. Почему? Потому что здесь у нас парковка, и нам надо здесь с этой стороны крону поднять чуть-чуть выше. Итак, убираем пеньки старые. Тут пока оставим. Вот эти ветки сразу уберем, потом выпиляем чуть-чуть пониже. Таким образом, чтобы сразу видно было, что мы убираем это все. Вот ветка растет внутрь. Если вам видно, тоже ее отщипываем. Она не нужна. Вот эту внутреннюю тоже убираем, чтобы не загущала крону. Здесь у нас на внешнюю почечку переводим и убираем побеги, конкуренты. Внизу там тоже не нужны. Вот таким образом. Мелкие веточки мы убираем внизу полностью. Для того, чтобы не было побегов конкурентов. Так, и осталось вот это. Мы оставляем здесь, переводим на одну. Она у нас раздвоится. Вот. И в принципе на общий уровень с остальными ветвями срезаем для того, чтобы уже ветвилось одинаково со всех сторон. Так, вот этот побег конкурент тоже удаляем. Он не нужен. Так, и пожалуй, вот это тоже. Готово. Таким образом мы сформировали каркас в нижний. Сейчас я уберу вот этот пенек, и в принципе будет достаточно. Побеги надо дать побегам подсохнуть, и можно после этого их обработать.
Итак, вот что у нас получилось. Веток осталось немного. И вот мы можем видеть, очень много выпилил. Получается, дерево потратило зря свои силы на вот эти ветки. Вот. Если бы его правильно сформировали, он бы был уже в молодом возрасте изначально гораздо более высокий, сформированный более скелет был бы у него. А так пришлось ветки удалить, и то есть росли они зря, получается. Не делайте таких ошибок, старайтесь формировать орех более раньше и более правильно. С ветки, вот смотрите, очень-очень много пришлось выпилить. Так, перейдем к следующему ореху. Вот он у нас. Он уже чуть-чуть побольше, но суть проблемы та же. Он обстрижен со всех сторон, очень много веток оставлено, он очень загущенный. Сейчас мы будем это тоже исправлять, но я думаю, веточек тут останется побольше. Так, убираем внутренние ветки, убираем пенечки, оставшиеся с прошлой чьей-то обрезки. Крону переводим на верхнюю почку. Опять же, внутренние все сразу убираем, чтобы нам видно было крону. Крона молоденькая. Мы сначала формируем каркас. Так, в принципе, первый нижний ярус мы убираем, наверное, потому что здесь у нас газон, и нам надо будет его как-то стричь. Вот таким образом убираем все нижние ветки. Орех дерева большое. Но все ветки нижние, они со временем все равно отомрут. Тоже переводим, стараемся все ветви на внешнюю почечку. Так, вот здесь. И вот здесь на внешние пенечки все удаляем. Ветви загущающие тоже. Пока нам плодоношение не приходится от него ждать, так как он очень молоденький, мы пока формируем только ярусы роста. Так, ребята, можно видеть, что получилось с ореха. Вот, ярусность я ему придал. То есть у нас получается вот первый ярус. Вот он проходит. Вот. Вот он, второй ярус. Четко прорисован, видите? Заканчивается, где ветки верхние второго яруса. И третий ярус на самом верху. Несколько веток я оставил для его формировки. Вот, также пооставлял веточки, на которых могут образовываться орехи вот такого плана. Небольшие, везде они присутствуют, для того, чтобы урожай не потерять тоже. Так как веток уменьшилось количество, урожай будет по массе тот же, вот, но по количеству плодов меньше. Зато все они будут крупные, вот, красивые орешки, хорошие. Также дерево приобрело округлую форму, сохранило. Облиственная со всех сторон будет. Вот, достаточно правильная форма. То есть благодаря тому обилию веток, которое было, можно было оставить ветки со всех сторон. Вот, и у нас получилась такой правильной формы дерева. Вы можете это видеть. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии под видео. Может быть, у кого-то другое мнение по обрезке ореха. Делитесь им. Буду рад всем комментариям. Большое спасибо за просмотр еще раз. И всем до новых встреч.